Здравствуйте! Сегодня у нас урок географии. География – это очень интересно, правда? Это практика номер 13. И сегодня мы повторяем наш урок. Кто не смотрел, посмотрите. Итак, это города: Токио, Рио-де-Жанейро, Новосибирск, Лос-Анджелес и Гавана. А это страны: США, Россия, Куба, Япония и Бразилия. Первое задание для вас. Где находится Токио? В какой стране? Где находится Рио-де-Жанейро? В какой стране? Не забудьте использовать предложный падеж. Готовы? Итак, где находится Токио? В какой стране? Конечно, Токио находится в Японии. В Японии. Где находится Рио-де-Жанейро? В Бразилии. Отлично. Рио-де-Жанейро находится в Бразилии. И. А где Новосибирск? Новосибирск, конечно, в России. В России. И. А Лос-Анджелес? Лос-Анджелес в США. В США. Или в Америке. В Америке. Е. И, наконец, Гавана. Где находится Гавана? Гавана на Кубе. На Кубе. Почему на Кубе? Куба – это остров. С островами мы используем предлог на. На Кубе, на Кипре, на Крите, на Бали и так далее. Ну как, все правильно? Отлично. А сейчас давайте посмотрим в интернете, какая погода в этих городах и странах. Я готова. Я посмотрела, какая сегодня погода в Токио, в Рио-де-Жанейро, в Новосибирске и так далее. Сейчас я спрашиваю, а вы смотрите и отвечаете. Хорошо? Отлично. Итак, какая погода сегодня в Лос-Анджелесе? Какая погода сегодня в Лос-Анджелесе? В Лос-Анджелесе сегодня тепло, плюс 19 градусов, и солнечно. Отлично. А какая погода сегодня в Рио-де-Жанейро? Какая погода в Рио-де-Жанейро? В Рио сегодня жарко. Температура плюс 27 градусов. И идет дождь. Сегодня там идет дождь. А какая погода сегодня в Токио? Какая погода в Токио? В Токио сегодня тепло или, может быть, прохладно и ясно. Отлично. Какая погода сегодня в Новосибирске? Какая погода в Новосибирске? Что? Морозно? Нет, минус 11 – это не морозно.
-11 в Новосибирске зимой – это даже не очень холодно. Обычно мы говорим, что это тепло. Зимой это тепло. Но ладно, -11. Сегодня холодно. -11. И идет снег. Отлично. И, наконец, какая погода на Кубе, в Гаване? В Гаване сегодня жарко, +23. И облачно. Облачно. Если вы были в Новосибирске, вы знаете, что там очень холодная зима. Холодная зима. Да, в Новосибирске очень холодно зимой. Там холодно зимой. Холодная зима, но зимой холодно. Какая разница? Почему разные формы? Давайте посмотрим. Итак, холодный или холодно? Какая разница? Во-первых, холодный – это прилагательное. И, как всегда, у нас 4 формы. Холодный, холодная, холодное и холодные. Холодно – это грамматически или краткое прилагательное, или наречие. Но если вы не лингвист, это не очень важно. Давайте говорить, что это форма на «о». Форма на «о». Итак, сегодня холодный день. Какой день? Холодный день. Холодный – это прилагательная форма «он». Но сегодня холодно. Здесь нет слова «день», да, нет объекта, и я использую форму «о». Сегодня холодно. Пример номер 2. Шумный или шумно. Как всегда, у прилагательного 4 формы. Шумный, шумная, шумное, шумные или шумно. Примеры – это шумная улица, прилагательное. Какая это улица? Шумная. Или на улице шумно. Здесь мы говорим «как на улице». Мы используем форму «где» и потом форму на «о». На улице шумно. Дома тепло. На уроке интересно. Следующий пример. Интересный, интересная, интересное, интересные или интересно. Например, география – это интересный урок. Какой урок? Интересный урок. Прилагательное. География – это интересно. Здесь у нас нет слова «урок». Это скучно, это трудно, это легко. Используем форму на «о». Кстати, обратите внимание, что когда мы говорим о погоде, мы не говорим это. Сегодня холодно, сегодня жарко, сегодня тепло. Не нужно это. Хорошо? И ситуация номер 4. Трудный или трудно. Русский язык очень трудный. Так говорят. Или изучать русский язык трудно. Здесь, как всегда, мы говорим какой язык. Трудный – это прилагательное. А здесь у нас есть глагол изучать. Изучать русский язык как? Трудно. И это наречие.
Это типичные ситуации, когда мы используем форму на «о». Когда говорим о погоде, когда мы описываем место и используем форму «где», на улице, здесь, дома, на уроке и так далее. В коротких предложениях типа «это интересно», «это скучно». И когда у нас есть глагол, мы характеризуем действие. Как? Я написала прилагательные, а вы пишете и говорите наречия. Как? Очень легко. Вы просто убираете окончание и добавляете «о». Быстрый прилагательное, быстро наречие. Итак, пожалуйста. Готовы? Давайте проверим. Теплый, тепло. Скучный, скучно. Тихий, тихо. Громкий, громко. Хороший, хорошо. Плохой, плохо. Быстрый, быстро. Медленный, медленно. Легкий, легко. Дорогой, дорого. Дешевый, дешево. Темный, темно. Отлично. А сейчас давайте посмотрим на картинки. Что делает эта девушка? Она говорит по телефону. Как она говорит? Громко или тихо? Как она говорит? Она говорит очень громко. Очень громко. Эта девушка говорит громко. А эта девочка говорит тихо. Отлично. Она говорит очень тихо. А что делает этот маленький мальчик? Правильно, он читает. Он читает книгу. Как вы думаете, он читает быстро или медленно? Быстро или медленно? Я думаю, он читает медленно, потому что он маленький. А вы читаете быстро или медленно? Как вы читаете? Как вы читаете по-русски? Быстро или медленно? Напишите в комментариях. И, наконец, еще один маленький мальчик. Что он делает? Он пишет. Как он пишет? Быстро или медленно? Да, он тоже пишет медленно. Как вы думаете, он пишет красиво? Я думаю, он пишет очень красиво. А вы красиво пишете? А сейчас ваши варианты. Сейчас зима. Зимой вечером на улице очень... Мой вариант – темно. К сожалению, зимой вечером на улице темно. Какой ваш вариант? Может быть красиво, может быть холодно? Напишите в комментариях. Следующий пример – это кофе. Он стоит 500 рублей. Я думаю, кофе за 500 рублей – это очень дорого. Кофе за 500 рублей – это дорого. Я думаю. Согласны? И последний вопрос. Изучать русский язык легко
или трудно? Как вы думаете? Напишите ваши ответы в комментариях и, конечно, не забудьте сделать домашнее задание. Это ваше домашнее задание. Делать домашнее задание интересно или скучно? Трудно или легко? Я надеюсь, что интересно и не очень трудно. А что вы думаете? Напишите ответы в комментариях. Не забудьте проверить домашнее задание номер 12. Ответы в описании, как обычно. Увидимся на следующем уроке. Удачи и до свидания. Пока!